Всем здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Большой вам пламенный творческий привет! И с наступающими новогодними праздниками вас! Хочется пожелать вам здоровья, здоровья, здоровья! Вам и вашим близким! Обязательно будьте здоровы! Сегодня у меня смонтировалась чайка. Предыдущую вещь, которую я показывала, чуть позже будет. Не получается у меня с низом. Я там 5 раз уже перевязываю, не нравится мне низ. Чуть позже будет, значит. Это моя авторская чайка, где линия реглана находится на своих местах. Прибавки идут одинаково в рукавах по 2 петли за ряд, через ряд вернее. И по спинке также 2 петли по переду, 2 по спинке. Но единственная разница в том, что по переду и по спинке мы делаем прибавки по центру переда и спинки. Самое сложное, как я считаю, в исполнении данной чайки, это вывязывание вот этого уголочка, то есть заполнение вот этого уголочка. Получается, как росток мы его вывязываем поворотными рядами, начиная со спинки туда-обратно, чтобы заполнить вот этот угол, чтобы изделие было комфортно носить. Да? С прибавками по центру переда и спинки нам дают V-образный вырез вот такой на спине и по переду. По переду это замечательно, многим такой вырез идет, а вот по спинке вот мне комфортно, когда спинка вот так вот закрыта. Ну и линия реглана, да, находится на своих местах. Выглядит она как будто связана регланом. На самом деле не совсем так. Итак, значит, по пряже. Пряжа необыкновенная. На пряжу Лючи я оставлю ссылочку. Это вискоза эвкалипта 96% и 4% нейлон. Вискоза эвкалипта, как будто, да, вот когда мы говорим о вискозе, ощущение такое, что это, ну, какая-то такая ниточка, которая цепляется, жестковата такая, но прохладная к телу, как бы. Вот абсолютно никакой ассоциации к вискозе у меня вот в этой пряже нет. Никакой. Вот я не знаю, что это, как вам это передать, я не знаю. Такое ощущение, что в руках держишь шелк. И полотно вот такое тоненькое, струящееся, я просто обожаю. Я с этой ниткой подружилась и очень в нее влюбилась. Несмотря на то, что она пряжа летняя по составу, я ее спокойно сейчас одеваю под шубу. Дискомфорта никакого нет, но, соответственно, она очень мягкая. Просто вот какой-то шелк необычный в руках. И да, в обзоре я там не сказала, что ниточка пружинит и в носке растягивает. Например, как мы носим джинсы, да, постиранные джинсы, они туговато сидят, а когда они чуть-чуть поносятся, да, немножко растягиваются. Вот в этом же плане и эта пряжа такая же. То через 2-3 носки она чуть-чуть подрастягивается. Там, где я в джинсах, она у меня только постирана, а там, где я в юбке в длинной, она у меня уже ношеная, то есть чуть-чуть подрастянутая такая. Вот. Имейте это в виду, когда вы вяжете из нее что-то другое. Например, в этой чайке, да, в этом изделии большой роли это не играет. Но вот эта пружинистость присутствует и растяжение пряжи. У нас много пряжи, которая растягивается после носки, да, поэтому все равно же изделие стираем периодически. Пробежимся по характеристикам. Значит, вес у меня ушло 424 грамма. Мы помним, да, что ниточка хоть и тонкая у нас 50 грамм, в 50 граммах 160 метров, 320 метров получается на 100 грамм, но она тяжелая. У нас вискоза, хлопок, вот эти ниточки, да, они все тяжелые, поэтому они тоненькие, но тяжелые. Поэтому такой довольно-таки приличный получился, несмотря на то, что изделие не сильно длинное. Значит, у меня ушло 300 граммов, это 6 моточков вот такой синей пряжи, цвет 022, и 3 моточка вот такой голубой цвет номер 15. И от 3 моточков обработка горловины вот была, и вот такой кусочек у меня остался. А от синей практически ничего не осталось. Значит, горловину я набирала обычным набором, рассчитывала следующим образом. Моя плотность 25 петель у меня на спицах номер 4 и, я подчеркиваю, и на спицах 3,5 у меня одинаково. Что на одних, что на других у меня в 10 сантиметрах 25 петель. Я могу это объяснить чем. Пряжа за счет скрутки и чуть-чуть нейлона там есть, она пружинит. И поэтому, когда пряжа на спице находится, то она, провязав ряд, она до нужного ей размера, высота петли уменьшается. Я это так объясняю. То есть у нас высота петли зависит от спицы, да? А так как пряжа пружинит, вяжите хоть на 3,5, хоть на 4. Просто мне вот 4 приятнее в руках держится. Не знаю, может быть, это просто какая-то привычка. И у меня последние все изделия все на 4 связаны. Кубическими спицами Knit Pro.
И если вы вяжете слабо, я вяжу очень туго, то спокойно берите спицы 3,5 и вперед. А горловину я обрабатывала, я отдельно оставлю ссылочку на нее, на обработку горловины, трешечкой, тоже кубическими, и 3,5 мне понадобилось. Значит, 60 сантиметров горловина, но она была на самом деле побольше. Умножая на плотность вязания 150 петель. Я добавила 6 петель для удобства. Это 6 регланных линий в данной чайке. То есть 156 петель в итоге я взяла. Отнимаю регланные линии. 4 привычные, как в обычном реглане, и перед и спинка, тоже регланная линия. 156 петель. Отнимаю 6 петель, получаем 150 петель. 150 петель делю на 3 части, где одна пойдет пополам на рукава, 50 петель, одна часть наперед, одна на спинку. Значит, на рукава положила по 25 петель, 4 петельки отняла, чтобы рукав не был широким. И могла даже побольше отнять, потому что я здесь сделала полуластовицу вот такую. Для того, чтобы рукав хорошо, я стала практиковать на нескольких последних изделиях вот эту полуластовицу. Обеспечивает нам подъем руки без таких заломов. Надо отдельно будет какое-то видео такое записать. Значит, 150 оставила я по 21 петельки на рукавах. 42 петли в общей сложности, да? 150 петель отнимаю петли рукава, получаю 108, которые мне надо распределить на спинку и перед. Ну, делю пополам предварительно, получается 54 петли по переду и по спинке. Создаю разницу сразу 8 петель, чтобы у меня на груди было больше. Я делаю обычно даже 12, ну, здесь сделала 8. То есть от спинки отняла 4 петли и прибавила их к переду. Тем самым создала разницу в 8 петель, 50 и 58. Вот мои 108 петель. Это предварительно. Далее, 50 петель, которые у меня на спинке. Отнимаю. У меня 16 точек, 10 по спинке и 6 по рукаву. Это росток. 32 ряда. 16 петель, значит, 16 точек у меня, и от 50 я отнимаю 16 петель. Получаю 34 петли. Значит, 34 петли кладу на спинку. Мне нужно здесь четное число для того, чтобы пополам делилось 17 и 17 с одной стороны. Это от центральной по спинке, да, которая у нас является тоже регланной линией. Ну и, соответственно, 108 моих петель, которые я делила на перед и спинку, отнимаю 34, которые у меня отведены уже на спинку, и получаю 74 по переду. После вывязывания ростка к спинке прибавится 32 петли за 16 рядов. По одной стороне по лицевой, по изнаночной 16 плюс 16 это 32. Получается, что 34 петли, которые были, и 32, которые прибавились, по спинке получится 66, а по переду мы до него не дойдем, так останется 74 петли. Вот и получается разница после ростка 8 петель. А по рукавам будет 6 раз пересекаться линия вот эта вот с одной стороны, с правого плеча, это правое плечо, и по левому плечу с этой стороны 6 петель добавится. Получится 21 плюс 6, 27 петель. Значит, ритм прибавок. После того, как отвязала росток, я обнулилась для удобства, и до 29 ряда прибавки у меня шли через ряд. Далее я ритм прибавок меняла, прибавляла через 2 ряда. Прям все порядно вам буду расписывать. И в 81 ряду длина моей регланной линии составила 23 сантиметра. Кстати, высота всего изделия 57, и когда растягивается, замеряю 61 сантиметр. Рукав, самое широкое место, вот здесь вот я беру, в готовом изделии у меня 16 сантиметров, и увела до 10,5 сантиметров. Ну, здесь каждый под себя, да, наверное, как-то. Также и кокетку наращиваем до тех пор, пока нам это нужно, смотря какой размер. Если размер побольше, то значит длиннее просто вяжем и замыкаемся в круг позже. Если размер меньше нужен, то изначально вот здесь количество петелечек, да, немножечко меняем. То есть раскидываем, делаем образец, например, на какую горловину надо, на 55, например, или на 50, и умножаете свою плотность, и таким же образом просто вычисляете. Я думаю, все это несложно, и повторяться, наверное, лишний раз и не стоит. Значит, оставлю все нужные ссылки. Это обзор пряжи со скидкой, учитывая то, что я нашла самую низкую цену на эту пряжу, плюс еще нашему каналу дается скидка, по-моему, 10%, если я не ошибаюсь.
я оставлю ссылочку, посмотрите. Обработка горловины, вы можете ее упростить. У меня обработана в карман, то есть как будто у меня край горловины с двух сторон вот так вот обвязан, да, сначала полурезинкой и перешла в обычную резинку. Отдельно оставлю также ролик. Можно выполнить все гораздо проще, то есть набрали по всему периметру вот горловины спицы, да, распределили лицевую с изнаночной, и по центру не забывайте просто делать 3 вместе с центральной петлей посередине. Закрывала эластичным способом. Я люблю такое закрытие без иглы, через прямой и обратный накид. Также ссылочку оставлю. Все нужные ссылочки найдете в описании к этому видео и в первом комментарии. Итак, 156 петель плюс 1 для замыкания в круг, 157 петель набрала, да, замкнулась в круг, 156 петель. И первый ряд прохожу. Точка старта у нас со стороны спинки, это первая петля регланной линии. Это будет точка старта. Маркер на первой петле, далее 17 петель, маркер, 21 маркер, 37 маркер, 37 маркер, 21 маркер и 17 петель. Все, замкнулись в круг. Второй ряд расставила маркеры. Красные маркеры у меня указывают на спинку, рукава между красным и голубым, и центр переда у меня синенький маркер также. Начало кругового ряда, как я говорила, из центра спинки. Первая петля регланной линии. Теперь разворотные точки. По спинке с одной стороны и с другой стороны зеркально ставим маркеры таким образом. При моем количестве петель 10 точек по спинке, 6 точек по рукаву. Я уже расставила с одной стороны, немножко с другой. Мне они неудобны, поэтому кому удобно работать с маркерами, расставляем все маркеры до единого, да, чтобы не сбиться. И начинающие в том числе, конечно же. У меня расставлены маркеры следующим образом. 2 петли маркер. Нужна здесь 2 петли. Почему? Потому что, чтобы здесь первую прибавочку было удобно сделать. Далее по одной петле 3 раза. И все оставшиеся точки по 2 петелечки. Получаем 10 точек. 10 маркеров, 10 точек. По рукаву 6 маркеров стоит, 6 точек. 2 петли маркер, 2 маркер, 2 раза по 3 петелечки и 1 раз 4 петелечки. Я уже расставила с одной стороны, с другой стороны мне удобно без них. Кому нужно, расставьте все маркеры. Начинаем вязать немецким способом укороченных рядов. Как я говорила ранее, у меня 2 ряда уже провязаны подготовительных. Итак, первая петля, начало кругового ряда. Первая петля у нас является регланной линией по спинке. Вот до нее, которая у меня провязана справа, нам нужно сделать справа и слева от нее прибавочки. Как вы будете делать, это ваше личное дело. Я показываю, как я буду делать. Все виды прибавок я перепробовала. Мне понравился больше всего на данной пряже именно этот. Поднимаю левую стенку уже провязанной петли с правой спицы и провязываю ее за переднюю стеночку скрещенной еще раз. Поднимаю и скрещенной ее провязываю. Это моя прибавка. Далее петля регланной линии. Теперь прибавка слева мне нужна от регланной линии. Я буду поднимать стенку петли, которая у меня слева. Как бы придерживаю саму, большим пальцем левой руки придерживаю, одеваю на левую спицу и тут же провязываю. И скидываю. Это прибавка. Сама петля у меня еще не провязана. Теперь провязываю петельку. Собственно, это первая петля и вторая петля. И стоит маркер. Маркер скидываю, он больше не нужен. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Разворотная петля. Заводим ниточку назад, да, немецкий способ. И идем изнаночными петельками до следующего маркера. До маркера дошли. Снимаем. Переворачиваемся третий ряд на лицевую сторону. Еще раз покажу. Значит, это разворотная петля. Слева направо сняли ниточку на себя. Регланная линия. Снова нужны прибавки. Поднимаю провязанную стеночку, левую стенку петли и провязываю ее скрещенной. Провязала. Это прибавка. Далее регланная линия. И еще одна прибавка из стенки правой. Правую стеночку поднимаю. Как будто одеваю ее, провязываю за заднюю стенку, петля готова, и далее вяжу саму петлю.
Вот у нас петля разворотная, мы ее слева направо провязываем, идем к следующему маркеру. Одна петелька, скидываем маркер, как они мне не нравятся, и так далее. Будем ходить до тех пор, пока у нас все маркеры не закончатся. Идем по изнаночной стороне, встретилась вот эта разворотная петля. Провязываем ее за заднюю стенку, подхватываем и провязываем. И одна петелька прихватываем. До маркера дошли, развернулись на лицевую сторону. И так далее. Буду ходить поворотными рядами, пока у меня все маркеры не закончатся. Подойдем к плечу, к рукаву. Покажу здесь, может быть, кому-то какие трудности возникнут, я покажу, как здесь будем делать прибавочку. То есть не забываем, где у нас регланная линия. Слева и справа от нее делаем прибавки, пока все маркеры не пройдем. Прошли 20 рядов, прибавки делаем по спинке, по центру от регланной линии. И далее у нас пойдут сейчас, будут внедряться прибавки по рукаву, который идет внутри рукава. По регланным линиям, да, но только внутри рукава. И по центру у нас будет по центральной петелечке по переду. То есть вот в этих местах мы делаем прибавочки. 2 петельки в рукавах, 2 петельки по спинке, 2 петельки по переду. То же самое, как в обычном реглане, только в других местах немножко, да? Ничего сложного. Итак, давайте расскажу, значит, 20 рядов закончилось, 10 здесь. Последний маркер я скинула по изнаночной стороне, развернулась. 21 ряд делаю прибавки здесь по спиночке и подхожу к рукаву. Иду до разворотной петельки. Вот она, последняя разворотная петелька была. И провязываю. Следующая идет регланная линия, делящая спинку и рукав. Провязываю регланную линию. И после нее только делаю прибавку из следующей петельки. Вот после нее нужно сделать либо из протяжки, вот здесь, как вам нравится. Только после нее, провязав ее, после нее идет прибавка внутрь рукава. Я буду делать из стенки следующей петелечки, из правой ее стенки. Прибавку сделала, саму петлю провязала, 1, 2, маркер скинули, разворачиваюсь на изнаночную сторону. Разворотная петля, и дальше изнаночными петлями, без прибавок, естественно, иду до следующего маркера, который стоит первый на рукаве. Да, то есть я себе поставила 1, вы можете расставить каждый. Без прибавок идем до первого маркера на рукаве. 22 ряд, иду по изнаночной стороне. Разворотная петля встретилась. За заднюю стеночку ее провязываем, скрещенной изнаночной. Не вытягиваем, не растягиваем. И до следующего маркера, да? До первого маркера на противоположном плече. Так, под камерой неудобно. Так, дошла. Скидываю маркер, разворачиваюсь на лицевую сторону. Смотрим. Значит, здесь у нас прибавки как идут по лицевой стороне, по лицу, так и идут. Здесь у нас одна прибавка была в рукаве уже. Сейчас нужна вот первая прибавка, вот на первой точечке стоит, да? Мы развернулись на лицевую сторону, и вот теперь нужна прибавка. На одном плече есть, на другом нет, в рукаве. Разворотная петля. Далее идет одна петля свободная, я ее провязываю. И регланная линия. Это наш рукав. И вот до регланной линии я должна сделать в сторону внутрь рукава прибавку. Я буду делать опять из стенки петли. Поднимаю петлю, стеночку петли, которую провязала, и провязываю. Это моя прибавка. И сама петля регланной линии. Если вам такие прибавки не нравятся, или там непонятные, или, не знаю, еще какие-то причины, вы можете вместо нее делать из протяжки, да? Все что угодно. И дальше пошла так далее до следующего маркера. Соблюдаем здесь прибавочки, проходим маркер, делаем прибавочку и ходим от маркера к маркеру, не забываем. По изнаночной стороне, когда разворачиваемся в этом рукаве, да, в левом, делаем прибавочку по лицевой стороне. И далее вяжем до последнего маркера. Если я последний отметила с одной стороны, а здесь отметила каждый. Вот пока все маркеры не закончатся, тогда встретимся.
Отвязали, когда все разворотные ряды, все маркеры сняли, у нас получается, что вот эта последняя петля, которая с изнаночной на лицевую повернулись в рукаве в левом, да? Если вот так смотрите, это левый рукав у нас. Последняя разворотная петля, она, когда мы сейчас пойдем по кругу, вот сейчас мы будем входить в круг, она единственная вот эта провязывается по-другому. Я покажу как. Теперь сделала я последний раз здесь прибавку по лицу и вешаю маркер начала кругового ряда. Теперь у нас все петли сравнялись. У нас теперь какое количество петель? 34 было, плюс 32 прибавилось. 66 петель на спинке. 21 петля и 6 прибавилось, потому что 6 раз мы пересекали вот эту линию. И 6 раз здесь добавились петельки. Получается 27 петель на обоих рукавах. И здесь так и осталось по 37, как и было. 74 петли так и осталось. Мы спинку и перед у нас, да, изначально делали с разницей. Все как должно быть. Отвязали, когда росток, начиная отсюда, да, еще разок, туда-сюда, туда-сюда, захватили рукава, отвязали. Все, точка старта у нас стала вот здесь. После регланной линии, вот здесь вот стала точка старта. Теперь ходим по кругу, через ряд делаем прибавки. Кому надо, может быть, ритм прибавок можно менять. И продолжаем наращивать кокетку до тех пор, пока нам это нужно, смотря какой размер, да? В одном ряду прибавки буду делать по спинке, по центру 2 петелечки, в рукавах внутри, по переду только по центральной петле 2 прибавочки, и в другом рукаве также только внутри рукава. То есть еще разочек. По спинке возле центральной, внутри рукава 1 вторая прибавка, здесь 1 вторая прибавка, в рукаве внутри. Круговой ряд вот здесь. Прохожу первый ряд с прибавками. Значит, вот она разворотная петелечка, которая встречается. Одна единственная, которая провязывается по-другому. Это последняя разворотная петля, когда мы вязали поворотные ряды. А сейчас мы вошли в круг уже. То есть вяжем по кругу. Вот она разворотная петля. Можно ее провязать двумя способами. Либо за заднюю стеночку, за 2 задние стеночки, она сдвоенная. Провязываем и смотрим. Если вас такая петля устраивает, оставляете ее. Либо же еще один есть вариант. Скидываем вот эту петелечку. И вот такая дужка вот здесь вот, да? Вот так у нас выглядит разворотная петля. Вот эту дужку переснимаю на правую спицу. А вот эту вот такая получается петля странная. Вот мы ее провязываем, а вот эту, которая дужечка была, перекидываем. Или вот такой вариант. На разной пряже смотрится по-разному. Я оставлю вот так. И все, это теперь у нас все петли разворотные лежат ровно и красиво. Прибавки через ряд продолжаю делать, наращивать нашу кокетку. Значит, когда мы отвязали росток, мы обнулились и пошли через ряд прибавки делать. Какое-то время я вязала через ряд прибавки, я себе фиксировала вот таким образом, да, на черновичке. То есть первый ряд это прибавка. У меня цифра стоит, это половинка от спинки. Спинка, рукав и перед. Половинка. 34 петли с одной стороны, 34 с другой стороны. 68. И центральную я ее в уме держу, как говорится, просто. По переду также прибавки прошли. Стало 38 петель с одной стороны и с другой стороны. 76 плюс 1 центральная держу в уме. В рукаве у нас по 2 петелечки прибавляется. В общем, я для себя веду вот такие вот, по рядам себе пишу все. В 29 ряду у меня четное количество петель. По спинке 48 и по переду 52. Плюс центральная, которая в уме. Вот тогда я начинаю делать первый свой ажур. Прохожу изнаночный ряд, следующий лицевой ряд, потом накид 2 вместе, накид 2 вместе, и при этом вот в этом ажуре у меня происходят прибавки. Как я делаю в ажурной дорожке прибавки, мы с вами вместе посмотрим на следующей полосе, которая у меня будет, в другом цвете уже. Далее, ритм прибавок у меня вот с этого момента, после 29 ряда, сменился на 2 ряда, в третьем делаю прибавку.
То есть вот у меня 2 ряда изнаночный, лицевой, в ажуре у меня прибавки идут. Потом опять я заканчиваю как лицевой ряд и изнаночный. Далее после ажурной полосы я начинаю делать прибавки через 2 ряда. То есть в 35 ряду я делала прибавки. У меня получилось 50, 50, 54, 54 по переду. Далее прошу прощения за черновичок. В 36-м, 37-м не делаю. В 38-м делаю прибавки. Получаю цифры, себе записываю. 39-40 не делаю, в 41-м делаю. И 42 ряд у меня изнаночный, 43-й лицевой, в 44-м ажур, в нем же прибавки. Себе фиксирую цифры. Далее идет лицевой изнаночный ряд без прибавок. Это после ажура, вот после дорожки вот этой. Лицевой изнаночный. В 47 ряду делаю прибавки. 48, 49 без прибавок. В 50 сделала прибавки. Сейчас у меня на спицах получается по спинке 55 с одной, 55 с другой, 110. И одна центральная трегланная линия. И по переду. У меня сейчас здесь все на спицах зажато. По переду 59, 59 и центральная одна петелечка, которую я держу в уме. И у меня смена цвета нити. Смена цвета нити без ступенечки. Давайте посмотрим. Беру нить контрастного цвета, просто прикладываю ее к спице. Хвостик оставляем такой, чтобы можно было заправить. Прикладываю, придерживаю пальцами правой руки со спицы вместе. И вяжу. У меня этот ряд без прибавок. Просто лицевые петли прохожу до конца ряда, весь ряд. В конце ряда встретимся, покажу, как сделать без ступенечки. Завершаю круговой ряд новым цветом. Вот подошли к концу кругового ряда. Вот такая картина. Остается одна петля. Входим спицей правой не в петлю, как должны были вот в эту петлю войти, а на один ряд ниже. Не в петлю саму, а в петлю на ряд ниже. Подхватываю нить, которая у меня идет как смена цвета, сбрасываю все это и хорошенько подтягиваю сзади. Теперь забираю свою синенькую, перекидываю маркер. У меня 52 ряд, он тоже без прибавок. И я его начинаю дальше вязать. Ступеньки у нас не будет. Все потом подтянется, ниточку сзади прибираем. Значит, в 51 ряду мы поменяли цвет нити. 52 ряд вязала лицевыми петлями целиком круг без прибавок. 53 ряд и шел с прибавками. После прибавочек у меня идет сразу изнаночный ряд без прибавок, лицевой ряд без прибавок. И теперь ажур, в котором у меня будут прибавки. То есть до этого последний раз в 53 ряду было 56 петель. Это я имею в виду вот спинка. 56, 56 и одна центральная в уме. Теперь у меня будет 57 по спинке с двух сторон, то есть будут прибавки. 73 было в рукаве, будет 75, 61 по переду с одной и с другой стороны, плюс центральная. Было 60. Так, как я делаю вот узор, сейчас я покажу, что он у меня везде по кругу идет беспрерывно. Для этого я останавливаюсь, именно мне нужна предыдущая прибавка, где у меня четное количество петель. Вот тогда у меня сейчас я буду делать в ажуре прибавку, у меня будет уже нечетное. Итак, на счетчике 56 ряд, значит, ряд ажура, в котором прибавки. Как я его выполняю? Так, закончила ряд, ниточку сзади обвиваю, забираю свою синенькую, да? И начинаю вязать накид 2 вместе. Простецкий узорчик, да? У меня четное количество петель. Накид и 2 вместе дают взаимозачет. Количество петель не меняется. Здесь пока нет прибавок. Накид 2 вместе до конца половинки спинки вяжу. Накид 2 вместе. У меня четное количество петель. Подошла к
к середине спинки. Это у меня отмечено маркером регланная петля. У меня остается накид и 2 вместе. Вот сейчас количество петель как было 56, вот в этой половине, да, так и осталось. И накид. Вот это и есть прибавочка. Далее провязываю петлю регланной линии. И получается узор беспрерывно. И снова накид, 2 вместе иду. Точно так же до конца этой половинки спинки. Иду, дохожу до конца, до регланной линии, которая делит спинку и правый рукав. Провязала вторую половинку. Последний раз накид, 2 вместе. Это все взаимозачетные были. Накид, 2 вместе, накид, 2 вместе. И накид. Это и есть прибавка. Далее петля регланной линии. Теперь перед нами рукав. Здесь всегда нечетное количество петель. Как здесь добавить 2 петли? Делаю я следующим образом. Идет все непрерывно. Снова после регланной линии делаю накид, 2 вместе. Накид, 2 вместе до конца правого рукава. В рукаве у меня было последний раз 73 петли. Теперь в ажуре у меня должно быть 75 петель. Делаю ажур в этом ряду и 2 петелечки мне надо добавить. Значит, 73 петли. 72 петли я провязала накид, 2 вместе, накид, 2 вместе. 72 петли у меня сейчас на спицах. Накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, 72 петли. Вот она, 73 петля. Одна осталась, и далее идет регланная линия. Вот перед ней делаю накид, провязываю ее одну. Получается 73 петля. 73 это накид, 74 это одиночная петля и 75 это накид. Получается 2 петли добавили. И сама петля регланной линии. Все. И как видите, у нас получается накид идет, ну вот накид, узор идет беспрерывно. Далее. Это у нас петля регланной линии провязана. Далее у нас опять четное количество, это перед начинается, да? Четное количество, у меня в моем случае здесь 60 петель и 60 петель с другой стороны. Точно так же, как по спинке, буду начинать после регланной линии накид, 2 вместе, накид, 2 вместе. Перед регланной линией накид, регланную линию провязываю, снова делаю накид, 2 вместе, накид, 2 вместе. Дохожу до регланной линии, у меня вот эти последние будут 2 вместе и накид. Регланную линию провязываю одну, да? И в рукаве то же самое, как и в другом рукаве. Все, замкнули, когда круг, следующих 2 ряда я буду вязать без прибавок, это будет лицевой ряд и изнаночный ряд. В 59 ряду идут прибавки. Как обычно. Далее 60-61 ряд без прибавок, в 62 прибавки. И я меняла цвет нити на голубой. Далее 63-64 без прибавок, в 65 прибавки, 66-67 без прибавок, в 68 делаю прибавки, в 69 меняю цвет нити на синий. Буду делать очередную дорожку вот эту. Значит, 70-й без прибавок, в 69-м поменяла цвет нити, 69-й уже вяжу синим, значит. 70-й без прибавок, в 71-м прибавки. Далее идет 72-й ряд, это изнаночный, 73-й лицевой, 74-й ажур, в нем же прибавки. Это цифры, которые у меня получаются. Далее 75-й, 76-й ряды, 75-й лицевой ряд, 76-й изнаночный. В 78-м прибавки идут, 79 и 80 без прибавок, в 80 поменяла цвет нити на голубой. И второй ряд, когда вяжу голубым цветом, 81 ряд, я уже вхожу в круг. Каким образом? У нас начало кругового ряда начинается со спинки. Первую петлю регланной линии, это моя первая петля спинки. Провязываю все петли спинки. Далее переснимаю все петли рукава на дополнительную нить. Это в каждом видео
уже неоднократно показывала, да, и 15 петель у меня подрез. По центру изнаночная петелька, выполняющая функцию ложного шва. Далее, когда прошла все петли спинки, здесь у меня открытые петли, поэтому по открытым петлям прошлась 15 лицевых петель, ну, за исключением одной центральной изнаночной по центру. Далее, точно так же регланную линию забрала к переду, регланная линия, которая отделяла перед от рукава. Забираю к переду, также прохожу весь перед и замыкаюсь в круг. Что у меня получилось по цифрам? На спинке у меня последний раз было 128 петель, да, плюс 1 центральная, плюс 2 петельки, это от регланных линий. Со стороны спинки вот эти регланные линии я забрала. Получаем 131 петлю. Перед было 136 петель, плюс 1 центральная, и плюс 2 петельки от регланных линий. Получается 139 петель. В подрезах у меня по 15 петель. Если все это сложить, по кругу у меня получается в кругу 300 петель ровно. Когда вошли в круг, очень важно сохранять вот здесь, вот если бросить, делать по центральной петле, которая у нас на спинке и напереди, делать прибавки, если мы бросим, то получится пузырь. Поэтому продолжаем делать также прибавки от центральной по переду, по спинке, слева и справа. Но при этом количество петель будет расти. Если вы не преследуете силуэт А, то есть расклешенный вариант, да, то нужно тогда взаимозачетные убавки делать. То есть, допустим, ряд с прибавками идет. В этом ряду, значит, у меня есть ложный шов, это изнаночная петля. От него 2 петли отступаю, 3-4 петлю провязываю вместе, то есть делаю здесь убавку, здесь у меня прибавочка. Пройдя регланную линию, опять прибавочка. Здесь до ложного шва делаем одну убавку. На другую сторону переворачиваемся, на спинку там или наперед, неважно, что сейчас передо мной лежит. Делаем то же самое. Думаю, такие вещи не надо показывать, ну, все предельно элементарно. Продолжала дальше вязать с ритмом прибавок и взаимоубавок, вот эти взаимозачетные прибавки и убавки, я их так называю, с ритмом через 3 ряда. В 4-м ряду делаю прибавки и убавки. Снова 3 ряда вяжу без убавок, без прибавок, просто по кругу. Снова в 4-м ряду делаю, если прибавки, то не забываю делать убавки. Дальше пропускайте ажур, все, что хотите. И в какой-то момент нужно изделие выровнять. Одну сторону я уже выровняла. Это было начало кругового ряда. Я посчитала, все посмотрела и выровняла. Вот сейчас у меня ровно все. Когда мы это делаем? В любой момент, когда захочется. Хотите, так и продолжайте по центру делать прибавки, по переду, по спинке, по боковым убавляйте. То есть взаимозачет делать, да, для того, чтобы количество петель не менялось. И делайте это все реже. Например, в каждом 5-м ряду прибавки и убавки. Далее там в каждом 6-м ряду несколько раз, в каждом 7-м ряду несколько раз и так далее. То есть можно, в принципе, не выравнивать угол. Единственное, получится у вас закругленный низ в конце. То есть чем реже делаете по переду прибавки и по спинке, и убавки по бокам, чем реже делать, тем угол больше опускается. Я начала выравнивать, когда провела еще одну ажурную полосочку темненькую с ажуром. Далее у меня всегда 7 рядов голубого цвета. И перешла на синий. Вот синим немножко отвязала и начинаю выравнивать. Как выравнивать? Кладем изделие четко, чтобы смотрело на нас. Аккуратно все раскладываем, все петли разглаживаем и так далее. Вот этот угол нам надо выяснить. Сколько он является по сантиметрам. Вот эта высота от самого края. У меня 9 сантиметров. 9 сантиметров мне нужно перевести в ряды. Кладу на... Именно вот как идут петли наискосок, да, вот у нас они вот так вот растут, петли. Вот так кладу и выясняю, сколько рядов у меня в 9 сантиметрах. У меня в 9 сантиметрах 40 рядов. Значит, поворотными рядами, если вязать, вот это у меня начало кругового ряда было. Я вязала несколько петель сюда, несколько петель по изнаночной, на другую сторону захожу. Поворотными рядами, если вязать туда-обратно, это 40 рядов. Значит, 20 точек я должна разместить с одной стороны, 20 точек с другой стороны. Как это посчитать? Количество петель на спинке и напереди у меня разное.
Вот давайте на примере второго угла. Значит, первый я угол опустила и перешла на другую сторону. Да, очень важно, до выравнивания угла последний ряд до выравнивания должен быть с прибавкой по центру. Ну и, соответственно, с убавками по краям. Я иногда не делала вот те убавки. То есть у меня количество петель сейчас немножечко больше. Это на свое усмотрение. Если вы хотите силуэт А, да, то вы можете здесь делать прибавки там в каждом четвертом, в каждом пятом ряду по центру переда и по центру спинки. А по бокам убавки не делать. Тем самым вы расширяете изделие, да. Принцип вязания остается тем же. Может, просто у вас шире будет изделие. Это как хотите. Дальше смотрим на мои цифры. У меня по переду 78 петель, по спинке 74. Эти цифры делю на 20 точек. Или 20 рядов. Ну, 20 точек проще. Вот они мне отмечены маркером. С одной стороны одного цвета, с другой стороны другого цвета. У меня получается везде нецелое число. Со стороны переда 3,9, со стороны спинки 3,7. Округляем до четверки. Значит, несколько раз. И смотрите, вот центральная, допустим, по спинке, красненький маркер у меня. 2 петли отступила, не надо близко сюда подходить, ставлю первый маркер. Через 4 петли следующий маркер, 4 петли маркер, 4 маркер. И таким образом 20 маркеров я умещаю. У меня практически все по 4, и ближе к углу, ближе к подмышке, там несколько маркеров по 3. Точно так же по переду. Со стороны спинки также синий маркер стоит, от него 2 петли, первый маркер. Далее 4 петли, маркер, 4 маркер, 4 маркер. Вот так вот я ставила маркеры. С одной стороны поставила, дальше больше середины. Отсюда начала по 3 петли маркер, 3 петли маркер со стороны бока. И маркеры у меня встретились. Вот 20 маркеров я уложила со стороны спинки, со стороны переда. И начинаем вязать первый ряд. У меня по центру здесь изнаночная петля, и это ложный шов. Во внимание эту петлю вообще не беру. Начинаем вязать первый лицевой ряд. Дохожу до первого маркера. 1, 2, 3 петли. Снимаю, он больше не нужен. Немецким способом укороченных рядов. Переворачиваемся на изнаночную сторону. Ниточку снимаем и нить назад заводим. Идем изнаночными петлями. У меня одна лицевая встречается. Это ложный шов. Это второй ряд. И далее иду изнаночными петлями до маркера, который со стороны спинки стоит. Также дошла до него и сняла. Разворачиваемся на лицевую сторону. Снимаем петлю слева направо и ниточку заводим к себе. 2 дужки петли являются одной петлей. И начинаем идти третий ряд. Доходим до маркера, ставлю третий лицевой ряд, пошел, изнаночную петлю по центру провязываю свою. 1, 2. Третья, это вот эта разворотная петля, слева направо ее провязываем. Провязали и 3 петли захватили до следующего маркера. И вот так поворотными рядами ходим от маркера к маркеру. Сейчас я покажу еще изнаночную разворотную петлю. Здесь мы петельку изнаночную снимаем, ниточку назад заводим. Иду изнаночными петлями, это 4-й ряд у меня. Счетчик рядов прохожу, передвигаю счетчик и иду изнаночными петлями. 1, 2. Вот у нас двойная петля. Мы сзади подхватили петлю эту и изнаночной петлей ее провязываем. То есть это скрещенная изнаночная петля получается. И далее 1, 2, 3 петли до следующего маркера. Скидываем маркер за ненадобностью, разворачиваемся и так далее. Разворотные петли показала все. И ходим от маркера к маркеру и так далее. Ходим по лицевой стороне к одному маркеру, по изнаночной на другую сторону. Когда последний маркер по изнаночной стороне скинули, перевернулись на лицевую сторону и поднялись к точке начала нашего поворотного вязания, наших укороченных рядов. Далее один угол выровняли, ушли на противоположную сторону
И таким же образом, да, маркеры относительно центральной петли должны стоять одинаково, должны стоять зеркально от центральной линии. Точно так же ушли на вторую сторону, также выровняли. Далее просто ходим по кругу, и если нужны боковые прибавки по бокам, то есть силуэт, да, делаем прибавочки по бокам. То есть абсолютно выровненное вот у меня уже изделие. Дальше только стоит вязать вниз.